Есть города, в которые ты приезжаешь и сразу понимаешь, ты не в гостях, как будто вернулся. Любляна не шумная и не пафосная. Она не пытается тебя впечатлить. Она уютная, зеленая, неторопливая, с реками, фонтанами, с мостами, на которых хочется иногда постоять и помолчать, посмотреть, как течет река. Это город, который никуда не спешит. Здесь хочется остановиться, присесть, выпить кофе. Здесь как-то по-особому чувствуется Европа, такой европейский колорит. В этом вся Любляна. Любляна — это столица Словении, но тут вообще не ощущается, что ты в столице. Город маленький, около 300 тысяч человек. Настолько компактный, что ты можешь пройти его за день пешком, и все равно не захочется уезжать. Здесь нет толп туристов, зато полно студентов, почти 40 тысяч человек. Это чувствуется. В городе молодая, свободная атмосфера. Кто-то играет на гитаре прямо на мосту, кто-то читает книжку в парке, кто-то прогуливается, катается на велосипеде, гуляет с коляской, пьет кофе, ездит на самокате, разводит пиццу. Река Любляница делит центр города на две части. И через нее переброшены мосты, и каждый со своей историей. Вот, например, тройной мост. Да-да, он реально тройной. Один мост и сразу 3 дорожки. Это придумал местный архитектор. Он здесь как Гауди в Барселоне. Наверху над Любляной возвышается ее главный символ – Люблянский град. Этот замок стоит на холме уже более 1000 лет, с 12 века. Подняться сюда значит попасть в сердце истории Любляны. Отсюда открывается потрясающий вид на весь город и на далекие Альпы, когда ясная погода. Добраться можно несколькими способами: прогуляться по лесной тропе или воспользоваться удобным фуникулером. В Любляне действует негласное правило: замок должен доминировать над горизонтом. Поэтому в городе нет высоток. Даже новостройки проектируют так, чтобы не закрывать вид на главную гору и крепость. Любляна во многом формировалась благодаря знаменитому славянскому архитектору Йоже Плечнику. Он обновил центр города после Первой мировой войны, создав уникальный стиль, который сочетает классицизм и модерн. Самые известные его работы — Тройной мост, Национальная библиотека, Золотой мост и новая
набережные реки Любляницы. В центре Любляны нет рекламы, она законодательно запрещена. Только архитектура, реки, улицы, рестораны, бары и никакой рекламы. Очень круто, когда в городе, в столице есть университет, который заряжает энергией, дает какой-то особый характер городу. Много кафе разнообразных. Причем не только европейских, азиатских, индийских ресторанов, китайских, вьетнамских, турецких. Словения преимущественно католическая страна, и в Любляне это сразу видно. Кафедральный собор Святого Николая, розовые башни церкви францисканцев, кресты на холмах. Католичество здесь культурная традиция. При этом 30% жителей Любляны называют себя атеистами. Любляница – река с характером. Она не просто протекает через город, она формирует его. Прогуляться вдоль реки Любляницы значит пройти через историю, архитектуру и уличную жизнь Любляны одновременно. Кафе, художники, мосты, музыканты – все это тянется вдоль воды, как кинолента. В центре Любляны курсируют туристические лодки. Тихо скользят по воде, без выхлопа и волн. Большинство стеклянные коробки с панорамной крышей, но можно и самому поплавать на байдарках. Река не глубокая, около 2 метров, но очень живописно. Она вписана в архитектуру этого уютного города, который сегодня является столицей Словении. Это рынок в Любляне. Hello. Где продают свежие овощи, фрукты, помидоры, огурцы, экзотические разные фрукты, малину, клубнику, черешню. Черешня стоит 5-6 евро за килограмм, клубника стоит 5 евро. За вас je dober, guys. Samo ti češam ne, kar naj bo. Ne boš toliko pa ti so mraz.
Жители Любляны разговаривают как минимум на 3-4 языках. Помимо славянского они еще знают хорватский, немецкий, английский, некоторые итальянский, даже на 5 языках. В 2016 году Любляна получила титул «Зеленой столицы Европы». В центр города нельзя заехать на машине местные, и туристы передвигаются на велосипедах, самокатах или пешком. Даже мусор убирают электроавтомобили. Очень много парков, зелени. И это делает этот город особенным. Многие фасады домов здесь украшены цветами и очень много зелени. Фасады выглядят очень красиво. Городские власти платят жителям за то, что они размещают цветы на своих окнах, на балконах. При этом делают это не хаотично, а есть специальные программы, специальные регламенты, как это делать, чтобы это вписывалось в архитектуру и украшало ее. Здесь стоит особый аромат пиццы, кофе и свежести, такой горной свежести.